2026 год обещает стать переломным для науки и технологий. Искусственный интеллект начинает работать почти без участия человека. Врачи учатся исправлять генетические ошибки у детей. Один анализ крови может заменить десятки обследований. А человечество одновременно штурмует Луну, Марс, Солнце и даже мантию Земли. Эксперты журнала Nature собрали ключевые научные события, которые могут изменить наше представление о мире уже в ближайшее время. Будущее наступает гораздо быстрее, чем мы ожидали. Искусственный интеллект. Похоже, что искусственный интеллект с человечеством всерьез и надолго. По крайней мере, для ученых он все больше становится незаменимым инструментом. Ожидается, что в этом году для решения сложнейших научных задач будет все чаще использоваться не одна, а интеграция нескольких больших языковых моделей LLM. Причем это будет происходить практически без участия человека. К сожалению, интенсивное использование ИИ приведет нас не только к значимым научным открытиям, сделанным с помощью искусственного интеллекта, но и к серьезным сбоям в некоторых системах. Исследователи уже сообщали об ошибках, которым подвержены агенты ИИ, таких как удаление данных. Существенным ограничением моделей с большим объемом данных является то, что их обучение обходится слишком дорого. Поэтому разработчики начнут делать уклон в сторону небольших моделей с узкой специализацией, которые обучаются на ограниченном массиве данных. Такие системы не будут генерировать тексты, а сосредоточатся на обработке математических представлений информации. Первый прецедент был в 2025 году. Одна такая крошечная модель ИИ превзошла огромные модели LLM в логическом тесте. Генное редактирование. В текущем году ожидается старт 2 новых клинических исследований в области персонализированной генной терапии для детей с редкими генетическими заболеваниями. Первое испытание станет продолжением истории лечения Кей Джей Малдуна, мальчика с редким метаболическим расстройством. Чтобы скорректировать мутацию, вызвавшую заболевание, мальчик прошел терапию ЦРИ-ПСР. В 2026 году команда американских медиков, которая проводила его лечение, планирует получить разрешение на проведение клинических испытаний в Филадельфии. Они необходимы, чтобы протестировать методы генного редактирования на большем количестве детей с редкими метаболическими расстройствами. Эти заболевания вызваны вариациями в 7 генах, которые можно скорректировать с помощью генного редактирования того же типа, который применялся в терапии Малдуна. Второе клиническое испытание также будет связано с генным редактированием, но будет сосредоточено на лечении заболеваний иммунной системы. Диагностика рака по одному анализу. Одно из наиболее ожидаемых научных событий 2026 года связано с клиническими испытаниями, которые проводились в Великобритании. Была анонсирована разработка, позволяющая до появления симптомов выявлять около 50 типов рака по одному единственному анализу крови. Тест проверяет наличие фрагментов ДНК, выделяемых раковыми клетками в кровь, и может точно определить тип ткани или органа, от которого исходит сигнал. В испытаниях приняли участие более 140 тысяч человек. Если полученные результаты окажутся убедительными, британские органы здравоохранения планируют внедрить этот инструмент во всех больницах. Изменение нормативов для испытаний. В апреле 2026 года в Великобритании вступают в силу новые нормативы клинических испытаний. Это крупнейшее изменение нормативных требований за последние 20 лет. Согласно новым правилам, исследователи могут получить этическое и регуляторное одобрение в рамках одной заявки. До этого для одобрения новых лекарств требовалось 2 клинических испытания. При этом повышаются требования к прозрачности и открытости данных об экспериментах. Закон обязывает публиковать всю информацию об испытаниях лекарственных препаратов до начала набора участников, а также обнародовать сводку результатов в течение 12 месяцев после окончания испытания. Цель нововведений — ускорить исследования, расширить круг участников испытаний и сократить время,
необходимое для того, чтобы перспективные методы лечения стали доступны нуждающимся. Лунная гонка. В этом году человечество продолжит штурм космоса. НАСА запускает программу «Артемида-2». В ее рамках 4 астронавта должны облететь вокруг Луны на борту космического корабля «Орион». Полет продлится 10 дней и станет первой пилотируемой лунной миссией с 1970-х годов. Этот проект считается своеобразной репетицией последующей высадки на Луну, которая также значится в перспективных планах НАСА. От США не отстает и Китай. В августе он планирует запустить очередной лунный зонд. Чаня-7. Космический аппарат будет обладать амортизирующими свойствами. Его цель — сесть вблизи очень сложного для посадки южного полюса Луны, в каменистом регионе с многочисленными кратерами. Подобную посадку в этой местности уже совершил в 2023 году индийский аппарат Чандраян-3. Однако у его китайского коллеги будет вполне конкретное задание — поиск водяного льда и изучение лунных землетрясений. Спутники Марса и близнецы Земли. Не меньше, чем Луна, ученых интересует Марс. Япония отправляет на 2 его спутника — Фобос и Деймос — миссию Martian Moons Exploration. Космический корабль соберет образцы поверхности и доставит их на Землю в 2031 году. Проект не имеет аналогов в космической истории человечества. Настолько же амбициозную миссию продвигает и Европейское космическое агентство. К концу 2026 года оно запустит спутник для поиска планет Плато. Оснащенный 26 камерами, Плато будет отслеживать более 200 тысяч ярких звезд и искать близнеца Земли, планету с водой и схожими температурами. Индусы штурмуют Солнце. А вот индусы сосредоточатся на изучении Солнца. С прошлого года на галоорбите, на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, находится первая индийская солнечная миссия Aditya-L1. В этом году она отправится к Солнцу в период солнечного максимума, 11-летнего цикла активности, для которого характерна наибольшая интенсивность солнечных пятен, вспышек и солнечных бурь. Цель исследования — получить более полную картину состояния нашей звезды во время солнечного максимума. Пробурить дно океана. В Китае построили уникальное буровое судно — Мэнсян. Оно предназначено для бурения сверхглубоких скважин в океане. В следующем году корабль отправляется в свою первую экспедицию. Для сбора образцов бур проникнет на глубину до 11 километров через океаническую кору в мантию Земли. Китайские ученые рассчитывают, что это исследование поможет лучше понять, как формируется океаническое дно и что движет его тектонической активностью. Модернизация адронного коллайдера. Большой адронный коллайдер БАК — это мощный ускоритель частиц, который находится в Европейской лаборатории физики элементарных частиц недалеко от Женевы. Он уже помог ученым совершить целый ряд значительных открытий. Например, идентифицировать бозон Хиггса, который придает массу всем остальным частицам. В следующем году физиков ожидает захватывающее событие. Коллайдер пройдет масштабную модернизацию. Он совершит последнее столкновение частиц и будет остановлен для монтажа установки невероятной мощности, известной как БАК высокой светимости, которая начнет работу в 2030 году. Разгадать тайны мюона. Мюон в 207 раз тяжелее электрона, но почти идентичен ему по набору квантовых чисел. Однако, в отличие от неплохо изученного электрона, это очень недолго живущая и чрезвычайно загадочная субатомная частица. Мюонная томография — технология, которая позволяет заглянуть внутрь практически чего угодно. Египетских пирамид, морского контейнера, саркофага ядерного реактора. В апреле 2026 года Национальная ускорительная лаборатория имени Ферми в Батавии, штат Иллинойс, надеется завершить создание детектора Му-2Э. Эксперимент призван проверить, может ли мюон превратиться в электрон без образования дополнительных частиц. После завершения строительства у команды ученых еще год уйдет на настройку магнитов, и в 2027 году начнется полноценный сбор данных. Трамп пугает ученых.
Эксперты журнала Nature в очередной раз дают негативную оценку влиянию президента США Дональда Трампа на развитие науки. Они прогнозируют, что противостояние между Белым домом и Конгрессом по поводу сокращения финансирования науки продолжится. Это отрицательно сказывается в первую очередь на политике здравоохранения и климатической политике страны. Кроме того, американские университеты сталкиваются с ограничениями возможностей привлекать иностранных студентов и ученых. Многие учебные заведения оказываются втянуты в судебные разбирательства по поводу прекращения грантов и увольнений. Не вызывает возражений то, что в качестве приоритета администрация Трампа избрала исследования в области ИИ и квантовых технологий. Однако некоторые ученые обеспокоены тем, что это происходит в ущерб развитию других областей науки. Наука больше не движется медленно, она ускоряется. 2026 год может стать временем, когда технологии окончательно вмешаются в саму основу жизни, материи и мышления. От искусственного интеллекта и генного редактирования до космоса и глубин океана все эти проекты формируют мир, в котором мы будем жить уже совсем скоро. Если вам интересно понимать будущее, а не просто наблюдать за ним, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если формат вам откликнулся, пишите в комментариях, какое из этих открытий кажется вам самым пугающим или самым вдохновляющим, и делитесь видео с теми, кому важно знать, куда движется наука и человечество.